Приветствуем всех, любимые, близкие, наши друзья. Я Есм, ваш Крайон. Сегодняшняя тема – Телец. Характерные черты знака, непробужденного в духе. Кармические задачи знака. Характерные черты знака, пробужденного в духе. Высшее предназначение знака. Характеристика, предназначение Тельца. Новый гороскоп. Телец. Созидатель. Прохождение Солнцем знака Тельца. 21 апреля, 20 мая. Внимание, сейчас будьте особенно предельно внимательны, это очень важно. Крайон, ты тот, кто соединяет дух и материю. Дорогие, я обращаюсь сейчас к вам, рожденным в этом воплощении под знаком Тельца. Вы можете гордиться своей уникальной миссией, которая состоит в том, чтобы преобразовывать материю, создавать материальные вещи, вкладывая в них семена духа. Вы основательны и терпеливы, спокойны, надежны и практичны, и эти качества даны вам не случайно, ведь любое взаимодействие с материей требует времени, терпения, кропотливого и подчас нелегкого труда. У вас есть все необходимое для этого. Вы любимые дети Земли, но во все земное вам надо вложить энергии духа. Не забывайте об этом. Когда земное и материальное слишком сильно притягивает вас, крепко стойте на ногах, как вы умеете, но помните о том, что вы божественные дети, призванные нести божественность в материальность. В прошлых воплощениях вы уже бывали сеятелями и жнецами, мирными горожанами и ремесленниками, а также поэтами, артистами, художниками. У вас накопился большой опыт работы по одухотворению материи, а также опыт чувственно-эмоционального постижения мира. Этот опыт привел вас к нынешнему воплощению, где все ваши задатки и дары должны быть реализованы. Задавайте себе вопросы. Не слишком ли приземлены ваши цели? Не довольствуйтесь ли вы слишком малым, материальным благополучием, забывая о грандиозных задачах духа? Помните ли вы о том, что умеете трансформировать материю? Не подчиняетесь ли слепо течению событий? Стремитесь ли активно строить свою жизнь при помощи силы своего духа? Ваша задача в нынешнем воплощении – организовывать материю так, чтобы она становилась проводником духа. Не просто создавать материальные вещи, а одухотворять материю. Выполнение этой задачи освободит вас от кармы и позволит выйти на более высокие уровни воплощения духа и духовной самореализации. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны, это очень важно. Характерные черты Тельца, непробужденного в духе. Телец, непробужденный в духе и осуществляющий низший уровень самореализации, обычно бывает материалистом в том смысле, что вообще отрицает существование духа, не принимает божественность всего творения. Подобный материализм рано или поздно приводит его к ощущению бессмысленности жизни, так как земные житейские радости без подкрепления их духовным содержанием пресыщают его и начинают наводить тоску. Приземленность – свойство, проистекающее из отрицания всего духовного. Непробужденный в духе Телец живет лишь насущными материальными потребностями, и его жизнь, в сущности, превращается в выживание, так как он ничего не созидает, а лишь потребляет. Непробужденный в духе Телец часто страдает флегматичностью, он склонен к апатии, и это происходит из-за отсутствия у него внятных жизненных целей. Он вяло влачит свое существование, и его интересы не выходят дальше сытости, достатка и элементарного комфорта. Далекий от высших целей, он обычно отличается безволием. В его жизни отсутствует движущая сила, которая помогала бы ему ставить цели и достигать их. Потребительство – характерная черта непробужденного Тельца. Он может вести себя так, как будто весь мир ему что-то должен, и без зазрения совести пользоваться благами, созданными кем-то другим, не давая ничего взамен. Нередко случается, что Тельцу наскучивает обыденная жизнь, при этом он не видит смысла и высоких целей в своем существовании. И тогда он начинает искать этот смысл в погоне за роскошью. Он начинает либо делать деньги ради обогащения, либо ищет богатых и могущественных покровителей,
которые обеспечат ему роскошь и максимальный комфорт. Но поскольку он при этом не следует целям духа, то такая жизнь приводит его к деградации. Телец, лишенный высших целей, ленив, так как не видит смысла в том, чтобы усиленно трудиться. Он трудится лишь для обеспечения своего выживания, а если выживание ему обеспечено кем-то другим, то не будет трудиться вообще. Склонность к хандре и апатии проистекает у непробужденного тельца от отсутствия смысла и созидательной цели в жизни. Самолюбование — характерная черта непробужденного тельца. Так проявляется у него нереализованное стремление к созиданию гармонии и красоты. Энергия, не растраченная на творчество, направляется на самолюбование, причем телец претендует на повышенное внимание к себе, требует, чтобы другие тоже любовались ими, воздавали всяческие почести. Телец, не выполняющий своей высшей миссии, часто страдает от скуки, и чтобы избавиться от нее, пытается скрасить себе жизнь разными видами деструктивного поведения, такими, как переедание, курение, азартные игры и так далее. В некоторых случаях разрушительные наклонности проявляются так ярко, что телец, вместо выполнения своей созидательной миссии, начинает разрушать то, что создано другими или даже им самим, например, хорошие взаимоотношения, традиции семьи, рода, уют и комфорт в доме, и так далее. Большинство непробужденных тельцов проявляют инертность, отсутствие гибкости там, где следует изменить свое привычное поведение, чтобы адаптироваться к меняющейся ситуации. Они часто живут прошлым, устаревшими представлениями о том, как надо действовать, и потому становятся жертвами происходящих вокруг них перемен. Его инертность часто затрагивает и область чувств, так, он надолго застревает в любых эмоциях, не в силах освободиться от обид и переживаний прошлого. Медлительность непробужденного тельца проявляется буквально во всем: в работе, обыденных житейских делах, и даже в событиях, определяющих его судьбу. Он способен упустить все благоприятные шансы просто потому, что у него нет стимула для мобилизации своих сил и активного действия. Медлительность тельца тесно связана с его нерешительностью. Решения он также принимает крайне медленно и с большим трудом. Если есть хотя бы малейшая возможность вообще ничего не решать, он не будет принимать решений, предпочитая плыть по течению в расчете, что все как-нибудь сложится само собой. Непробужденный телец способен всю жизнь оставаться не самостоятельным, страдающим чувством собственной беспомощности, подобным ребенку. Этот инфантилизм объясняется отсутствием опыта постановки и достижения целей и ожиданием, что другие предоставят ему все необходимое для жизни. Если телец не получает от жизни и других людей все, что ему хочется, он может стать склонным к капризам. Требования, претензии, эмоциональные вспышки, недовольство – вот характерные его черты. Телец, не ведающий своей высшей цели, обладает привычкой убегать от проблем, прятаться от них или перекладывать на чужие плечи. Он не понимает, для чего жизнь создает ему трудности, не видит, что проблемы можно преобразовать в свою силу, если задаться целью решать их самостоятельно, учиться на них и получать опыт. Поэтому если есть хотя бы малейшая возможность не решать проблему, он ее не решает, а если не решать невозможно, то пытается делать это чужими руками. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны, это очень важно. Кармические задачи Тельца. Первая кармическая задача Тельца состоит в том, чтобы открыть для себя духовные ценности. Телец – прирожденный творец материальных ценностей, но ему свойственна приземленность, которую следует преодолеть. Перестав ставить во главу угла все материальное, телец сможет начать вкладывать душу в свой труд, а не просто работать ради денег. Таким образом, он будет повышать вибрации материи, благодаря чему перейдет на новый уровень своего развития. Пока для Тельца главными являются материальные ценности, он слишком приземлен, из-за чего даже при достатке и богатстве испытывает неудовлетворенность.
причины которой сам не всегда понимает. Его хандра и апатия происходит именно из-за того, что он не выполняет свою задачу одухотворения материи. Открыв для себя ценности духа и поставив их на первое место, телец обнаружит новые для себя пласты бытия и огромное поле для творчества, что придаст его жизни новый смысл. Вторая кармическая задача тельца состоит в том, чтобы научиться слушать голос своего духа, доверять интуиции, а не только логике, а также в том, чтобы развивать творческие способности и возможности правополушарного восприятия мира. Правое полушарие головного мозга отвечает как раз за интуицию, за работу воображения, за образное восприятие. Слишком земные тельцы подчас бывают чересчур практичными и рациональными. Эти в принципе неплохие и полезные качества все же недостаточны, чтобы стать полноценным творцом. Если телец ограничивается логикой и рациональностью, он превращается в дельца. Такой человек умеет обращаться с деньгами, он может наживать большие состояния, быть по-настоящему богатым, но без применения интуиции, воображения, образного мышления невозможно создать ничего по-настоящему духовного. Деньги, направленные лишь на обслуживание материальных потребностей, просто превращаются в прах. Богатство, приобретенное лишь при помощи трезвого расчета, опустошает душу. Лишь то, во что вложена душа, приносит настоящие ценности. Лишь деньги, потраченные на цели, продиктованные духом, окупаются сполна и приносят достойные плоды. Телец, пробужденный в духе, становится настоящим творцом и созидателем. Каждое его действие направлено на благо его собственное и других людей, благодаря чему сполна проявляются его лучшие качества. Третья кармическая задача тельца состоит в том, чтобы преодолеть свойственное ему потребительство и стремление перекладывать свои проблемы на плечи других. Телец, слишком материалистично настроенный, подчас не задумывается, что у него есть дух, и не знает силы своего духа. По сути, он не знает своей собственной силы, а потому очень часто бывает не уверен в себе и ищет помощи у других людей даже в тех делах, с которыми мог бы справиться сам. Его беспомощность, мнимая, но он часто считает ее своим истинным свойством, и потакает ему, ведя себя подобно жертве. Особенно явно это проявляется в сложных ситуациях, где надо принимать решения. Иждивенческие настроения тельца ослабляют его еще больше, но это может быть на руку другим людям, которые хотят получить чужую силу. Непробужденный телец, не зная сам своей силы, с легкостью отдает ее другим людям, порой за какие-то мелкие услуги, или за решение проблем, которые он вполне мог бы решить сам, причем гораздо лучшим способом. Найдите в себе внутреннюю опору, поверьте, что вы уже обладаете всеми необходимыми вам силами. У вас достаточно энергии, чтобы построить свою жизнь благополучной и счастливой, но нерешительность и апатия, проистекающая от неверия в себя, мешают вам. Возьмите на себя ответственность за все, что происходит с вами, и вы вернете свою силу. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны, это очень важно. Медитативное упражнение для перехода на путь духа и преодоления кармы. Снимите обувь и встаньте босиком на пол, только позаботьтесь, чтобы вам было тепло. Летом при благоприятной погоде выполняйте это упражнение на свежем воздухе, там, где можно встать босиком на землю. Если же выполняете в помещении, представляйте, что вы стоите на земле. Дышите ровно и размеренно, и поочередно переступайте ногами, стараясь как можно плотнее впечатывать стопы в пол или землю. Ощущайте этот плотный контакт с землей. Затем слегка встряхнитесь всем телом, стопами по-прежнему плотно упираясь в половину. Сделайте легкие встряхивающие движения руками, плечами, коленями, слегка пружиня ими, бедрами. Освободитесь, таким образом, от напряжения во всем теле. Почувствуйте, как оживились и пришли в движение энергетические потоки. Затем сделайте несколько легких подпрыгиваний, лишь слегка отрывая стопы от земли. Тело остается максимально расслабленным. Представьте,
как при этом все диссонансные энергии, соответствующие неотработанной карме, через стопы уходят из тела в землю. Затем немного постойте спокойно, дышите ровно и размеренно, можно закрыть глаза. Затем повторите серию подпрыгиваний, снова, таким образом, освобождаясь от кармических энергий, мысленно вводя их через стопы в землю. Сделайте несколько таких серий подпрыгиваний с перерывами, пока не появятся ощущения сброса напряжения, легкости и свободы в теле, происходящих благодаря освобождению от диссонансных кармических энергий. После снова спокойно стойте, закрыв глаза, и дышите ровно и размеренно. Можно слегка покачиваться в такт дыханию, не отрывая стопы от земли. Это поможет вам поддерживать состояние освобождения от напряжения. Сделайте глубокий, медленный, продолжительный вдох, и представляйте, что одновременно с этим вдохом в ваше тело через стопы входит поток энергии и силы Земли, поднимается вверх по ногам, по позвоночнику и через макушку головы устремляется вверх, в бесконечность. Делая выдох, такой же длинный и медленный, представляйте, как энергия этого потока плавно распространяется по всему вашему телу, заполняет вас изнутри до кончиков пальцев рук и ног. Эта чистая нейтральная энергия приходит на смену кармическим энергиям, от которых вы освободились. Сделайте несколько таких вдохов и выдохов, пока не почувствуете себя наполненным силой. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в неделю, каждый раз ставя себе задачу очищаться от диссонансных кармических энергий. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны, это очень важно. Характерные черты Тельца, пробужденного в духе. Телец, пробужденный в духе, обладает внутренней стабильностью, постоянством. Это надежный человек, на которого всегда можно положиться. Любое дело он доведет до конца, всегда сдержит обещания. Все, за что он берется, он делает очень основательно. Никогда не бросит и не предаст близких и друзей, которых он выбирает обычно один раз и на всю жизнь, являясь постоянным и верным в дружбе и в любви. Делу жизни Телец тоже обычно служит с полной отдачей, очень редко меняя однажды избранный род деятельности. Пробужденный Телец – образец спокойствия. Он наделен глубоким внутренним покоем, происходящим от понимания самого себя, своих целей и задач, уверенности в своей миссии и ощущения высшего смысла своего бытия. Дружелюбие, миролюбие – важные свойства Тельца, проявляющиеся в том, что он всегда стремится миром разрешить все конфликты, примирить враждующих, и сам относится ко всем окружающим предельно дружественно. Телец умеет глубоко чувствовать, его сильно затрагивают любые эмоции, во власти которых он остается довольно долго. Если он идет путем духа, то способен не застревать надолго в деструктивных эмоциях, таких, например, как обида, ведь он великодушен, умеет понимать и прощать других. Терпение, свойственное Тельцу, приобретает позитивный окрас, если он движется путем духа. Он берется за трудные задачи, требующие большой выдержки и терпения, и с неослабным усердием трудится над ними в течение долгого времени. Он выдерживает большие нагрузки и длительную напряженную работу благодаря своему терпению. Пробужденный Телец трудолюбив, он трудится с присущим ему постоянством и терпением, но если у него есть высшая цель, это становится важнейшим стимулом в работе, способным придать ему активности и наполнить энтузиазмом. Душевное тепло, нежность проявляются в полной мере у пробужденного Тельца. Он познает мир через чувства и эмоции, он умеет ценить лучшее качество других людей, он умеет искренне любить, проявлять свои чувства и быть по-настоящему внимательным к чувствам других людей. Пробужденный Телец всегда отзывчив, он умеет сочувствовать и никогда не откажет в помощи другим, причем сделает это бескорыстно, не ожидая в ответ даже благодарности. Тельцу, идущему путем духа, свойственны большие созидательные, творческие возможности и способности. Он любит и ценит красоту, умеет ее создавать, стремится к гармонии во всем. Телец обстоятелен во всем, чем он занимается,
Со свойственной ему хозяйственностью он умеет обустроить пространство своей жизни с максимальной целесообразностью, удобством и комфортом. Он наводит порядок везде, где оказывается, также и в любом деле, которым занимается. Пробужденному тельцу свойственна сила воли. Он будет действовать не спеша, размеренно и спокойно, но если чего-то захочет, то непременно достигнет этого, не дав сломать себя никаким препятствием. Здравомыслие – характерная черта тельца. Если он идет по пути духа, то стремление к здравому смыслу органично сочетается у него со следованием голосу интуиции, спонтанной творческой работой. В этом случае здравомыслие помогает ему четко следовать своим задачам, не браться за то, что ему не по силам, и не тратить силы на пустые мечты и нереалистичные начинания. Пробужденный в духе телец обладает завидным самоконтролем. Над ним уже не властны деструктивные наклонности, слабости и вредные привычки. Он в совершенстве владеет собой. Он уравновешен и всегда точно знает, чего хочет. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Это очень важно. Высшее предназначение тельца. Телец, вставший на путь духа и освободившийся от кармы, обретает высшее предназначение, которое состоит в том, что он должен встраивать семена духа в материю. Это можно делать в любом деле, в котором требуется творческое взаимодействие с материальными субстанциями. Тельцу чужды абстрактные идеи и понятия, ему нужно конкретное, материальное, земное. Но суть миссии тельца не в том, чтобы просто соприкасаться с этим материальным и земным, не в том, чтобы пользоваться им, а в том, чтобы преобразовывать это земное и материальное, трансформировать его и создавать из материи нечто новое, и не просто другой вид материи, а одухотворенную материю. То есть у тельца в высшей степени творческая миссия. Это творчество может быть применено к областям искусства, имеющим дело с материальными субстанциями, например, живописи, лепке, архитектуре, ко всем областям деятельности, направленным на созидание красоты и гармонии, например, оформление жилища, сада, к рукоделию, портновскому делу, кулинарии, ко всем ремеслам, где требуется работа руками, к таким наукам как химия, где одни вещества способны превращаться в другие, к любой работе на земле, фермерству, цветоводству, а также к сферам деятельности, связанным с финансами. Тельцы умеют делать деньги, как и все материальное, и иногда даже буквально из ничего. Но свою высшую миссию они выполняют лишь тогда, когда не просто делают деньги, а одухотворяют их, то есть получают их за созидание ценностей духа и направляют на благие дела, вдохновленные духом. Поэтому из преуспевающих в материальном плане тельцов получаются хорошие покровители искусств и наук, благотворители, опекающие художников, артистов, музыкантов. Телец, выполняющий свою высшую миссию, способен повышать вибрации любой материи, к которой он прикасается. Он сеет вокруг себя красоту и гармонию, создавая, образно говоря, цветущие сады там, где только вчера была свалка. Это касается не только деятельности, но и человеческих отношений. Тельцу дан дар материально делать духовным, из низкой материи создавать чудеса добра и света. Когда телец делает это постоянно и осознанно, чем бы он ни занимался, он выходит на высшую ступень своего развития. Это означает, что он становится созидателем и творцом, преображающим материю. Стать созидателем высшего уровня – одна из важнейших задач пробужденного тельца. Он может стать созидателем и в том деле, которым он занимается, но еще важнее, чтобы он участвовал в деле сотворения жизни. Телец, находящийся на высшем уровне развития, преодолевает свою инертность и склонность плыть по течению. Он становится хозяином судьбы, так как может сам формировать события своей жизни. Как из низкой материи он способен создавать нечто высокое, одухотворенное, точно так же он принимает жизнь такой, какая она есть,
Пусть даже она предстает в неприглядном виде, из этого неприглядного создает красоту и гармонию. Так телец выполняет свою высшую миссию, суть которой – творчество и созидание красоты и гармонии, направляемой духом. Примите удобную расслабленную позу, закройте глаза, дышите равно и размеренно. Представьте, что прямо перед вами раскинулось бескрайнее поле, на котором ничего не растет. Это просто черная земля, или пустыня, или выжженная степь. Пусть это будет любой подобный образ, который сам возникнет перед вашим внутренним взором. Представьте, что вы держите на ладони семя, похожее на маленький драгоценный камень. Оно сияет, лучится, переливается всеми цветами радуги. Лучи и сияние, исходящие от него, это свет духа. Мысленно направьте поток энергии любви на это семя, а затем представьте, что вы бросаете его в поле, простирающееся перед вами. И вот вы видите, что в том месте, куда упало это семечко, пробивается росток. Он растет очень быстро, как в ускоренном кинофильме. Вот появляются листья, затем возникает бутон, который раскрывается в очень красивый цветок. Это может быть цветок лотоса, или любой другой, по красоте и роскоши подобный ему. Вы видите, что цветок окружен сиянием, которое становится вся ярче и шире. И вот сияние вспыхивает огромным энергетическим столбом, достающим до неба. И тут же все поле освещается этим сиянием. И вы видите, что ростки и цветы появляются и тут, и там. И вот уже цветами заполнено все пространство перед вами, и сияние распространяется над всем полем. Представьте, что вы шагаете туда, вперед, и сливаетесь и с полем, и с цветами, и с сиянием. Вы становитесь бескрайним, бесконечным, как это поле. Вы вмещаете его в себя, вместе с морем цветов и ярким благоухающим сиянием. Сделайте глубокий вдох, представляя, что вдыхаете это сияние и наполняетесь им. Выдохните, представляя, как наполняете сиянием все вокруг себя. Мысленно или вслух скажите: «Я – Творец, я – Созидатель, я принимаю на себя высшую божественную миссию, которая состоит в соединении духа и материи. Мои созидательные возможности не знают предела. Я творю красоту и гармонию из всего, что предоставляет мне жизнь. Я творю одухотворенную материю каждый миг своей жизни. Дорога Всевышней, помоги мне полностью осознать и достойно выполнить мою высшую миссию в данном земном воплощении». Слова могут быть другими. Главное, чтобы сохранялся смысл. Сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, что вдыхаете силу, энергию земли, цветов, сияния и аромата, исходящего от них. Затем открывайте глаза. Выполняйте это упражнение регулярно, но не чаще одного раза в неделю. Ваш любящий крайон. С почтением ко всем ищущим, с любовью ко всем и пониманием. Всего доброго и всех благ, духовного изобилия. Хотите получать свежие послания от высших с тонкого плана? Подписывайтесь на канал.